Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас агрогороскоп с 23 по 26 сентября 2021 года. Это время убывающей луны Тельца. И сразу же этот благоприятный период начинается сразу же после сожженного пути полнолуния. Время уникальное. Поэтому мы должны заранее спланировать себе все работы и, естественно, выполнить в эти прекрасные дни плодотворного, плодородного Тельца и заложить хороший фундамент. Ну, а я напоминаю вам, что мы ведем наши передачи с города Измаил, который находится на юге Украины и на юге Одесской области. И несмотря на то, что мы живем в таком прекрасном месте, мы составляем и для себя, и для всех агрогороскопы по московскому времени. Это мировая практика, и в интернете есть все вот эти данные, программы по определению времени своего часового пояса или же своей страны. И это можно легко определить по отношению к Москве. Есть еще и Токио, и Нью-Йорк, но эти города нам не подходят. Ну а теперь рассмотрим агрогороскоп, после которого будет новинка. Снова же благодаря вашим предложениям, идеям, досмотрите эту часть нашего видео, и далее ждет вас сувенир, сюрприз. Замечательная, интересная идея, которую вы подсказали, и она нам понравилась. Но она немножечко в таком влажном виде. Но посмотрим. Вы, естественно, ответите, подскажете, чтобы мы ее более четко сделали. Но давайте рассмотрим сначала вот этот замечательный период, который у нас начинается, ну, практически Телец начинается в четверг после 16 часов. Но мы, как всегда, рассматриваем всегда день до момента вот начала вот этого благоприятного периода. А момент до начала — это среда, 22 сентября, знак Овен. Это у нас время после как раз полнолуния, еще часть сожженного полнолуния, здесь и луна без курса, поэтому в Овне мы не сеем ничего, не высаживаем, в саду только защищаем растения от вредителей и болезней, никаких обрезок еще не проводим, ни в коем случае не зеленые операции. Подождите, завтра уже после обеда, даже в обед уже можно будет это делать. Дайте еще немножечко времени для того, чтобы энергии как-то чуть-чуть успокоились. Для цветов открытого грунта актуальна защита от вредителей, от болезней. Для комнатных цветов то же самое. Ну, а поливы в знаке стихии огня, напоминаю, бесполезны, и при этом подкормки нельзя проводить. Зато 22-го прекрасное время для сбора урожая, для заготовок любых, кроме квашения капусты, а также закладываем на хранение все, что собрали, и то, что подлежит хранению на зиму, ну и на весну, конечно, тоже. Вот это у нас день, который предшествует вот этому замечательному периоду, когда Луна перейдет в знак Телец. Но еще и 23-го часть дня будет в знаке стихии огня до 15 часов 38 минут. Поэтому столько начинаем и планируем все работы с 16 часов 23 сентября. Итак, с 16 часов северные регионы. Я знаю, что вы ждете эту информацию. Здесь очень хорошее время после 16 часов. Можно спокойно высаживать чеснок, высаживать озимый чеснок, озимый лук, сеять сидираты в теплых регионах. Можно высаживать любые растения. Это очень хорошее время. В 16 часов те, кто получил уже саженцы, роз, плодовых, ягодных растений, все, что у вас уже есть, пожалуйста, подготовленное, многие просто прикопали. Вот это очень хорошее время после 16 часов начинается, когда можно высаживать саженцы садовых растений, любых. И для северян актуально уже морозы были, можно нарезать черенки для того, чтобы весной укоренять, а также потом
проводить прививки. Вот. А те, кто будут на окошках устраивать парнички для, допустим, черенков роз или еще каких-то растений, вот это как раз хорошее время для нарезки и укоренения с 16 часов. Обрезка растений вот сейчас это уже можно будет делать, даже с утра, потому что уже энергии более-менее, вход в телец идет, 6 часов у нас для перехода энергии знак в знак, так что вы можете спокойно обрезать сегодня растения, то есть 23 сентября. Цветы с 16 часов. Многие уже подготовили различные луковичные цветы, все весенние луковичные цветы. Если вы хотите лилии, высаживайте лилии. Все мелко луковичные, крупные, все это уже можно, особенно в северных регионах, все это высаживается. Можно высаживать рассаду цветов, которая у вас уже готова. Можно поливать, можно подкармливать. Можно высаживать также цветы различные и декоративные растения, которые красиво цветут. В это время замечательно с 16 часов можно начинать. И с 16 часов для комнатных цветов включается зеленый цвет. Здесь можно и черенки нарезать, и укоренять череночки, а также проводить посадку, пересадку, перевалку. Все виды работ здесь приветствуются. Поливы и подкормки. Вот это время золотое наступает с 16 часов. Пожалуйста, поливайте. И вечером полили, и с этим вместе можно и подкормочки проводить. А для кухни, для тех, кто уже купил капусту или собрал свой урожай капусты, уже готовы к тому, чтобы заквасить, с 16 часов квашение капусты, яблок, овощей, у кого-то зеленые помидоры есть, у кого-то есть маленькие такие арбузики. Все это можно квасить. И плюс все заготовки можно проводить, любые в это время. И можно закладывать на... Позади у нас среда, четверг. 2 дня вот таких подготовительных, половина четверга очень хорошая рабочая, и наступает очень хороший период пятницы, это полностью весь день, для того, чтобы сеять или высаживать рассаду, вот это весь день. А вот здесь прошу обратить внимание, 25 сентября можно высаживать и высевать все до 15 часов 30 минут. С чем это связано? А связано с тем, что Луна без курса начинает спать с 16 часов 11 минут и до конца суток. А время спящей Луны, то есть Луны без курса, это время непредсказуемых событий. По крайней мере, те эксперименты, которые я проводила, к сожалению, посевы, посадки не дают позитивных результатов. Поэтому давайте мы это сразу себе запомним. У нас 24-го весь день, то есть все сутки очень хорошие, продуктивное время. А вот 25-го для посадок, для посевов у нас до 15 часов 30 минут. Итак, рассмотрим эти работы. Для 24 и 25, для пятницы и для субботы. Очень хорошо. Для северных регионов, там, где уже морозы, можно высаживать озимый чеснок, озимый лук, высевать в теплицах сидираты, а также высевать в тех же теплицах семена редиса и различных зеленых культур. Это там, где отапливаемые теплицы, а также в теплых регионах можно высевать вот эти семена зеленых культур различных. А, кстати, в холодных регионах тоже на подоконнике тоже можно это делать. И получится очень хороший результат. До 15 часов 30 минут 25-го. Далее рассада. Высаживаем 24-го всю любую рассаду, которая у вас есть, которую вы запланировали. Причем везде и всюду. Или теплица, или открытый грунт. Любые растения. А вот 25-го высаживаем только до 15 часов 30 минут. То же самое у нас в саду. Многие ждут сейчас вот этот период, когда можно высаживать саженцы садовых растений. Кто-то уже получил и с открытой, с закрытой корневой системой различные саженцы. Мы их прикопали вместе с вами, а теперь время посадки. Вы можете начать посадки еще 23-го, но самый лучший период
хорошо, что, может, погода не позволяла чуть раньше, но можно спланировать, вы смотрите, очень хорошо, 24-го, весь световой день. Можно высаживать любые саженцы садовых растений, не имеет значения какие, это плодовые, ягодные, это декоративные, это хвойные. Высаживайте в это время. Супер время для того, чтобы хорошо прижились эти растения. Хорошая мощная корневая система будет. И, естественно, затем очень хорошие урожаи и здоровые растения. Также очень хорошо в это время для северных регионов, где уже минусовые температуры, можно нарезать череночки для того, чтобы весной укоренить их, а затем даже потом позже заняться прививками. Вот это время очень хорошее. Ну а для южных регионов можно нарезать черенки и укоренять. Многие пишут мне, что вот не получается, зима холодная прошлая была. Правильно, там, где холодно, не укореняйте. Для теплых регионов это актуально. Есть такие уже опыты, и фотографии мне присылали с многих стран уже европейских, наши зрители, подписчики, они мне подсказали и показали, как в это время черенки укоренять. Купили букет роз, очень хорошие, где-то какие-то красивые декоративные растения, еще что-то укореняют. Да, кстати, инжир уже очень хорошо укоренился у некоторых, гранаты укореняют просто-напросто в горшках, контейнерах, на подоконнике, делают тепличку, накрывают банкой и получают очень хороший результат. В июне месяце этого года некоторые уже высадили, и растения очень хорошо себя чувствуют. Тоже в хорошие дни высадили. Поэтому сразу же даю вам ответ, подсказку, что можно делать. Вот эту работу вы можете делать 24-го весь день и 25-го до 15:30. Кстати, и тут же высаживайте землянику там, где еще не высадили. Тоже очень хороший период. Обрезка растений. Да, да и да. Потому что время уже очень хорошее. И особенно это стихия земли. Сейчас все соки направились к корням. И можно уже энергетически растения спокойно перенесут вот эти обрезки. И, кстати, зеленые операции для теплых стран тоже хорошее время. Цветы в открытом грунте. Цветы в открытом грунте. Здесь вот посадка любых цветов 24-го весь день, а здесь посадка только 25-го до 15 часов 30 минут. Здесь также, кстати, и черенки, и укоренения для цветов в теплых странах. Ну, а поливать и подкармливать, естественно, тоже для цветов хорошее время. Все сутки, первые, 24 и 25. Далее, комнатные цветы. Это очень хорошее время для того, чтобы нарезать череночки, укоренять. И тоже сделайте 24-го весь день, а 25-го до 16 часов. Самое-самое лучше до 15 часов 30 минут. Даже, кстати, и посадку, и пересадку, и перевалку. Вот это сделайте до 15:30. Поливы, подкормки и посадка луковиц. Многие уже высаживают луковичные цветы весенние для того, чтобы выращивать лоджии на балконе. Тоже можно это делать. И вот это две рубрики, которые всегда взаимосвязаны: поливы, подкормки. В Тельце идеально и убывающая луна. И подкормочки, и поливы проводите. Все это для любых растений там, где требуется. А теперь вот к этому главному снова же делу Тельца мы переходим к заготовкам, к сбору урожая и закладке на хранение. Напоминаю, что Телец – идеальное время для квашения всех овощей, особенно капусту. У нас все это делают. Капусту, любые овощи, которые у вас есть, плоды, ягоды. Все это можно квасить 24-го, кстати, 25-го до конца суток. А также проводить все виды заготовок. Все, что вы там любите готовить, заготавливаете и закладываете на хранение. Это очень хорошее время. Кстати, не успеете именно по закладке на хранение, можете перенести на следующий день. У нас хорошее время тоже будет. Ну а квашение капусты, еще раз напоминаю, очень хороший, 23-го после 16, 24 и 25 сентября. Идеальное время. Ну, а теперь у нас пришло время вот этот день сразу же
определить, что мы можем сделать, что перенести это время уже перехода Луны из знака Телец в 3:38 ночи. В 3:39 уже будет в знаке Близнецы 26 сентября. Что можно сеять? Естественно, цветы, если это теплые регионы, а также, кстати, листовые салаты. Вот в Близнецах, но посевы нужно проводить только в заранее увлажненную землю. То же самое с рассадой. Можно высаживать только цветы, рассаду цветов во влажную землю. Не поливайте. В саду защищаем от вредителей болезней, потому что у нас уже все работы, которые мы должны были сделать в Тельце, мы сделали, а сейчас вот стихия воздуха только позволяет вот защиту провести. А обрезку, пожалуйста, делаем. Снова же цветы в открытом грунте защищаем от вредителей болезней. Те, кто будут возмущаться, у кого мороз, что нечего. Это для теплых регионов, для средней полосы. У нас сейчас на юге начинают зацветать хризантемы, и они требуют вот этой защиты. Для комнатных цветов тоже актуальна защита от вредителей и болезней. И вот прошу обратить внимание на этот момент, почему вы должны провести поливы и подкормки 25 включительно по 25, потому что далее идет время стихии воздуха, время, когда растения заняты дыханием. Поэтому поливы не проводим, нет поливов, и подкормочки тоже не проводим. Зато все заготовительные работы, кроме квашения капусты, мы можем проводить именно в это время. А теперь приготовьтесь, новая рубрика, которую снова же ваши комментарии, письма и предложения подсказали наши зрители, наши участники социальных сетей и наши подписчики. Благодарю вас за эти подсказки. Отвечаю только на те вопросы, на которые у нас уже проверка есть, и мы можем рассказать. По поводу рыболовли, еще раз вам говорю, я не знаю, хотя вот проводим сейчас изучение этого вопроса. Возможно, в ближайшее время у нас появится такая возможность, но пока то, что я не знаю, то, что не проверено, мы не можем об этом говорить. Ну, давайте вот так вот пока назовем эту рубрику. Возможно, у вас будут другие названия, предложения, но вот такие у нас сегодня такое рабочее название. Какие дела планировать с 22 по 26 сентября 2021 года? Это очень важно, и особенно сейчас, осенью, когда уже мы готовимся к зимовке. И очень много дел, которые нужно сделать именно в этот период. Ну что ж, хочу напомнить, что у нас время Тельца. Это мое любимое время для всех дел. И мы можем использовать для того, чтобы изменить свое финансовое положение, свое благополучие. Есть такая финансовая мантра. Ее используют те, кто в этом мире богат. Но снова же богатство для каждого оно разное. Для того, чтобы вам для развития, для учебы, для улучшения вашей жизни, вы, пожалуйста, именно в чистый продуктивный день Тельца, и здесь до 15 часов 30 минут, в крайнем случае до 16, просто-напросто запишите себе финансовую мантру. Все в этом мире состоит из энергии. Энергии света, чисел, звуков. И в это время очень хорошо вот произносить вот эту финансовую мантру. Напишите ее, как вам удобно. Вот это у нас просто значки, вот в какие дни вот нужно это проводить. Так вот, 24 и 25 можно себе произносить вот эти цифры. Задумайте, только не мечтайте стать миллиардером или миллионером. Задумайте то, что вам нужно, то, что необходимо, и то, что будет хорошо для вас и для вашего пространства, для вашей земли. Это цифры такие: 7, 7, 5, 3, 1, 9, 1. Запишите, и вот эти дни вы можете 23-го подготовить. Просто именно если утром начнете эту финансовую мантру просто озвучивать, записать ее где-то, у вас очень хорошо будет простраиваться вот эта энергия благополучия, будет прочищать ваши энергетические блоки в этом плане, и будете очень хороший получать результат, потому что Телец,
он очень-очень любит, он покровительствует, он любит благополучие, он любит, чтобы все было хорошо у всех, и все, что запланировали люди в плане хорошей жизни, вот это он всегда помогает. Это труженик. Вы помните, что Телец – труженик. Ну, вот такая подсказочка по финансовой обеспеченности. И, естественно, благодарите Вселенную за эту информацию. И в комментариях тоже пишите: благодарю за наше благополучие, благодарю за то, что мы живем в мире, в добре и в полном изобилии. И, кстати, когда вы будете писать, это отправляется через интернет в космос, и вот это все начинает трудиться и работать. Идем дальше. 22-го что можно сделать? 22-го Овен. Растопите первый, если еще не растапливали, протопите печку. Как это делать? У нас есть видео отдельное. Просто-напросто нужно пробить вот эту пробку. Это Овен. Он помогает, это знак стихии огня, помогает вот эту пробку пробить, и, естественно, огонь начинает гореть. Очаг ваш начнет давать тепло. И 23-го можно это сделать только до 13 часов. Если вы это будете делать уже после 13, 24, 25, то, естественно, это уже очень влажное время, печка будет дыметь. Дыму будет очень полно и в доме. И, естественно, зачем эти дела, если можно просто-напросто протопить первый раз вот в это время. Что касается близнецов 26-го, то 26-го можно. Это время стихии воздуха, и помогает воздух пробить тоже, выбить эту пробку из дымохода. Поэтому можно использовать. Но лучший результат, смотрите, 22 и 23 до 13 часов. Стрижка волос. Мне так иногда пишут, какие-то варианты спрашивают. Смотрите, то, что мы уже испытали. Стрижка волос Овен. Позади только-только вот сожженный путь полнолуния. Овен не используем. И здесь тоже не используем. Вечером можно, но все-таки лучше делать это в дневное время, потому что сейчас уже получается, что Телец у нас переход из знака Овен будет в 15:38, 16 уже темное время начинается, это время уже осени, поэтому лучше перенесите стрижку волос на 24 и 25, и можно еще и 26. Вот это такие дни, когда можно провести. И, кстати, это для тех, у кого сильно быстро растут волосы. Вот хотите, чтобы они более медленно, но более густые, вот используйте вот эти дни. Сейчас время подготовки к зимовке. И многие хотят, когда хорошая погода, просушить еще, вынести свои одеяла, подушки, матрасы. Вот это очень хорошо сделать 22-го весь день. Очень хорошо в знаке огня, стихия огня, сушится очень хорошо. А вот 23-го уже хорошо, если вы задумали там побелку, покраску, хорошее качество будет и очень хорошо пройдет эта работа. 23-го побелка, покраска 24-го и 25-го побелка, покраска. Если же у вас есть вторые рамы, которые вы снимали на лето, то очень хорошо их, вот знак стихии Близнецов, это убывающая луна, замечательное время, когда можно устанавливать зимние рамы на окнах, и они не будут так потеть. Вот это очень хороший момент, это подсказка. У нас, когда были двойные окна, мы именно в это время их на окна накладывали, укладывали, навешивали, и вот очень хорошо получалось. Если же вот в это время это все-таки влага, тоже натянет влаги. Ну, вот я пишу пока что это у нас как бы мокрый такой, в кавычках, вариант, а мы дальше уже будем каким-то образом все это планировать, записывать. Вот сейчас, в данном случае, вот такие у нас подсказки. Далее у нас идет важное дело — чистка стекол. Многие стараются, конечно, в выходные дни это сделать, но здесь будет среда,
Если у вас есть желание, это в любое время, потому что знак стихии огня будет до следующего дня. Вы можете просто-напросто спланировать на любое время дня, именно 22-го, это среда, сделать вот чистку стекол. Очень хорошо получается. Еще очень важный момент. Вытягиваем сапоги и какие-то ботинки зимние. А особенно если вы еще купили новые, для того, чтобы они долго не промокали и были качественные, вот эта поверхность ваших сапог, пропитайте кремом зимнюю обувь именно в тельце. Это 24 и 25. Вот посмотрите потом результат вашей обуви, потом только тряпочкой протираешь, и они не пропитываются влагой. Вот если бы вы другой день сделали, особенно если вы в дне влаги сделаете, то будет очень плохо. Но я вам даю именно даты, когда это нужно сделать. Хорошо чистить стекла 26-го. Значит, вы можете себе сейчас, вот я уже так планирую себе, что можно себе записать каждый день, что вы можете сделать и что будет хорошо, и себе потом уже планировать эти дела в эти дни. И эти дни у нас как раз рассматриваются агрогороскопом. Как назвать этот гороскоп? Жду ваших предложений, комментариев и пожеланий каких-то, может еще дополнение какое-то надо будет у вас, что нужно добавить или убрать из этих наших гороскопов, наших дел, важных дел на ближайшие вот эти дни с 22 по 26 сентября. Ну а агрогороскоп у нас был с 23 по 26 сентября, когда убывающая луна была в знаке Телец. Раиса Греченко и Александр Волик подготовили это видео для вас. Мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго, крепкого вам здоровья, благополучной вам погоды и хорошего настроения. До новых встреч на нашем канале.